Готовлю вареное сало в пакете. Сало получается мягкое, нежное и сохраняются все ароматы специй. У меня очень мясной кусочек сала. Даже, наверное, не сало, а называется у нас в магазине такой кусочек бекон. А вы на канале готовим с вами вместе. Обязательно надо почистить шкурку. Очищаю ножом несколько раз, пока на ноже не остается грязи. А теперь готовлю посолочную смесь. Из расчета на 1 килограмм мяса 2 чайные ложки соли, грамм 20-25, чайная ложка черного молотого перца и пол чайной ложки порошка сухого чеснока. Этот порошок у меня домашний. Смесь хорошо перемешиваю до однородности. Использую рукав для запекания. Из него достаю завязку и разрезаю на 2 части. И завязываю пакет для запекания с одной стороны. Бантики не вяжу, а просто перекручиваю узел 2 раза и затягиваю. И раскрываю, подготавливаю пакет, чтобы уложить сало. Теперь сало обсыпаю засолочной смесью со всех сторон. А если хочу отварить кусочек сала, именно сала, где мяса очень мало, то с весом соли совсем не заморачиваюсь. Сало никогда не возьмет лишнюю соль. Вот такое у него свойство. А в пакет добавляю пару лавровых листиков, несколько горошин душистого перца и несколько горошин черного перца. Укладываю посоленное сало, а сверху еще нарезаю 1 зубок чеснока. У него совсем другой аромат, в отличие от сухого. Теперь подготовленное сало в пакете для запекания можно уложить во второй обычный пакет. Перестраховаться, чтобы не попала вода. Но у меня плотного пакета не оказалось, поэтому я отрезаю еще 1 пакет для запекания. Также пытаюсь завязать ленточкой из пакета, но она рвется. Поэтому взяла веревочку и завязала. А можно было отрезать еще тесьму от края неиспользованного пакета для запекания. И отправляю в кипящую воду сало в 2 пакетах. При небольшом кипении мясной кусочек я варю 1,5 часа, а чистое сало – час. Если вода выкипает, то добавляю еще горячей воды. Когда время варки закончилось, выключаю плиту, сало не достаю, а даю полностью остыть в воде в кастрюле. Если на поверхности воды жир не плавает, значит пакеты целые. А теперь достаю сало из воды. Отрезаю завязки первого пакета, и оказалась у меня вода в первом пакете. Наверное, веревочки оказались слишком толстые. А в самом сале воды нет. Все отлично. Отрезаю завязки пакета на сале, и кухню заполнил восхитительный аромат. Убираю лаврушку и горошки душистого перца, и, конечно же, очень хочется попробовать. Отрезаю кусочек. Сочное, мягкое, остренькое, вкусное, хорошее сало. Можно часть отправить в морозилку, а часть я храню в холодильнике в контейнере. А когда полностью охладится и стабилизируется, еще вкуснее. Спасибо за просмотр, лайки, комментарии и подписки. Приятного аппетита! И готовьте с удовольствием!